Приветствую вас, друзья! Меня зовут Цацулин Борис, и вы находитесь на видеоканале проекта CMT «Научный подход». В моей творческой деятельности, популяризаторской деятельности произошло несколько интересных моментов в этом году, которыми я хотел бы с вами поделиться. И это выступление на конференции TED. Я уверен, что любой, кто интересуется образованием, развитием, получением новых навыков и освоением чего-то нового, сталкивался с этими полезными, иногда, так скажем, life-changing видео, которые могут изменить буквально за 15 минут ваше представление о какой-то сфере, а может быть даже изменить вашу жизнь. Ролики TED набирают миллионы просмотров, и одно из самых популярных видео на TED посвящено голоданию. У меня есть целая подборка видео, которая посвящена популярным трендам голодания, которые сейчас активно выходят в свет. Это связи с гормонами, связи с инсулином, углеводами и самые различные корреляты, так называемые биомаркеры старения. Им посвящено довольно много материалов у меня. Кто впервые слышит об этом или хочет узнать подробнее, рекомендую ознакомиться. Выступал я на TED в Санкт-Петербурге. Это, если быть точным, это франшиза TEDx. Поскольку TED распространяется по всему миру, то сейчас все больше и больше людей начинают транслировать самые разные, иногда противоположные друг другу тезисы. Часто можно услышать как выступления именитых психологов, например. А следующим выступлением уже идет, как это называется, хиромантия, хиропрактика. А следующим выступлением уже идет эзотерическая болтовня о поиске жизни. И когда люди видят значок TED, они понимают, что перед ними выступает человек, который разбирается в вопросе, как минимум. Просмотрев почти все материалы, которые посвящены голоданию, периодическому голоданию, которые связаны вообще с исследованиями вопросов старения на конференциях TED, я был шокирован огромным количеством дезинформации, ложных ассоциаций и прямой подмены, когда вам пытаются продать идеи, которые, так скажем, только на игле, которая не исследована на людях. Intermediate fasting, голодание, 16/8, голодание без воды, гликированные белки, продукты гликации, избавление от них, переход на палеодиеты, похудение на гормонах, биохакинг, стероиды, антидепрессанты в микродозах, гормоны щитовидной железы, немножечко с утра. И все это в целом такой глобальный лайфстайл людей, которые продлевают жизнь. Это, мягко говоря, натягивание совы на глобус и желание преподнести науку, исследования и современные научные данные как уже готовое решение для лечения всех ваших бед, проблем. Карты милые не врут. У меня на канале есть ролик, посвященный есинориосоме, аутофагия, очищение от шлаков и токсинов. Что на самом деле сказал Нобелевский лауреат, рекомендую ознакомиться. Я надеюсь, что то, о чем я сегодня вам расскажу в рамках моего выступления с конференции TED, поможет вам разобраться в этом сложном вопросе. И продлевает ли голодание жизнь на самом деле? И что сейчас науке известно о голодании? Если вы когда-то пытались сделать блинчики из сывороточного белка, из протеина, то вы знаете, какие они резиновые получаются на выходе. И вот мы выпустили высокобелковые протеиновые батончики с самыми разными, но главное, узнаваемыми и знакомыми вкусами. И для того, чтобы сделать батончик приятным на вкус, можно добавить сахар, как делают некоторые производители, не стесняясь. А есть более сложный вариант – это использование олигосахаридов и клетчатки, то есть волокон, растворимых и нерастворимых. Если вы почитаете состав, то состав может удивить. Здесь вся таблица Менделеева. Но не пугайтесь названий. У нас в составе есть изомальтоолигосахарид. На самом деле это модифицированные углеводы, которые содержат связи, гликозидные связи, которые не перевариваются. И фактически это клетчатка или полезные для пищеварения волокна. Так что не забывайте об этом, когда кушаете наши батончики, потому что мы знаем о том, что у нас в составе. Стоит отметить, что говоря о белковых батончиках, многие производители напирают на количество белка.
но забывают о том, а некоторые даже и не знают, что у них в составе большое количество клетчатки и волокон, которые помогают пищеварению и позитивно сказываются на перистатике. Главное пить достаточное количество воды, ведь волокна растворимые. Подобные вещи важны не только для людей, которые следят за фигурой, но и для тех, кто испытывает проблемы с уровнем сахара в крови. Это диабет. Диабет первого и второго типа. Поэтому указание полностью без сахара не всегда соответствует действительности. На самом деле, часть клетчатки, которая используется для производства подобных батончиков, может влиять на уровень сахара в крови. Для здоровых людей это не имеет значения, но для людей с диабетом знайте об этом и будьте здоровы! Сегодня мы поговорим о периодическом голодании, а если быть точным, поговорим о популярных интерпретациях, то есть о том, во что превращаются реальные научные исследования при их медийной подаче в контексте диеты. Диета – это то, чем я занимаюсь, и начнем с малого. Культура вокруг пищи, традиции и все остальное – это то, что сформировало нас как цивилизацию. И голод – это была большая проблема. Наши дедушки-бабушки задавали себе вопрос, как справиться с голодом, где найти еду, как пережить тяжелую зиму. И голод даже в культуре был эквивалентен смерти. Обратная сторона – это избыток, профицит, достаточное количество пищи, это благо и это эталон красоты. Не зря у нас в фольклоре даже сформировалось высказывание «пока толстый сохнет, худой сдохнет», ну и так далее. Но мы живем в новое время, и в нашем новом времени мы задаем себе уже другой вопрос. Что делать, чтобы не есть то количество пищи, которое окружает нас повсюду. И мы сталкиваемся с проблемой большого выбора. Еды очень много, и нужно что-то с этим делать. И, кстати говоря, вопросы голода еще не везде решены. Есть развивающиеся страны, где вот здесь замечательная лягушка, собственно, она тоже идет в обед. Мы пришли с помощью научных технологий и современных исследований к долгой жизни. У нас есть антибиотики, медицина, современные технологии, которые позволяют жить дольше. И столкнувшись с профицитом и большим выбором самых разных продуктов, мы сталкиваемся и с вариантами потребления этих продуктов, с диетами. И каждая диета, каждый идеолог самых разных диет предоставляет свои собственные уникальные методы. Отказаться от N-продуктов, исключить определенный ряд продуктов, либо внести тайминг в свой режим. И все идеологи самых разных диет предлагают разные позитивные ключи и позитивные результаты от следования этим диетам. Это улучшение здоровья, чувствую себя прекрасно, улучшение качества жизни, снижение веса, улучшение массы тела, ну и, конечно, лечение неизлечимых заболеваний, лечение рака, болезни Альцгеймера, СПИДа, всего остального. И если не смотреть на конкретную диету, а смотреть в комплексе, то, как правило, существует целый перечень позитивных свойств и отсутствие негативных, если вы следуете какой-либо диете. Но периодическое голодание, или самые разные ее варианты, это то, что имеет научную базу, что научно обосновано и научно доказано. И обывателю, к сожалению, в этом очень сложно разобраться. Сегодня я постараюсь дать маленькие ключи, которые позволят вам хотя бы с одной из сторон посмотреть на этот вопрос немножко глубже. И голодание относится к концепции health span, anti-aging, продление жизни, геронтология, все, что связано с изучением вопросов продления нашей жизни и улучшения ее качества. Осборн работал с крысами, но другой Осборн, это был Томас Осборн, и он был первым, кто начал изучать подробно влияние диеты и влияние массы тела на продолжительность жизни. Он выяснил, что группа крыс, у которых небольшая масса тела и задержка в развитии, они живут дольше обычных, нормальных крыс. И далее начал изучать активно термин calorie restriction. Это означает, что берется группа животных, и у них ограничивается калорийность, ограничивается потребление энергии. И, соответственно, выяснилось, что на крысах, и проведено исследование порядка 1000 на самых разных видах крыс, на самых разных генетических линиях, выяснилось, что ограничение потребления энергии действительно продлевает жизнь крысам. И сейчас считается, что
ограничение калорий – это универсальное правило, которое позволяет во всем видам животных, от самых простых, от простейших хордовых, заканчивая высшими млекопитающими, что calorie restriction позволяет продлевать им жизнь. И на этой гипотезе строится огромное количество утверждений уже обычной диеты по ограничению потребления, то есть диеты голодания. Я лично сталкивался с животными модельными, на которых исследуют самые разные факторы воздействия. Когда я учился на биофаке, я проходил мимо этой кошечки. Это мемориал в честь, в память этого животного, которое посвятило свою жизнь и отдала себя во благо науки. А уже с реальными крысами я сталкивался в лаборатории физиологии, где изучали поведение крыс в восьмилучевом лабиринте. Я познакомился с этими маленькими интересными существами и узнал много о них нового. И то, что я о них узнал, и то, что я слышу от сторонников, идеологов голодания, идет вразрез с моими знаниями, и я вам сейчас это продемонстрирую. Когда говорят о том, что некие крысы живут дольше крыс, которые едят от пуза, нужно знать о том, что существует протокол кормления, который называется ad libitum. Это питание по собственному усмотрению. Это означает, что животные едят в любое время, когда захотят. У них стоит кормушка в их клетке, и они питаются. Это контрольная группа. Важно отметить, что животные в лаборатории – это не люди. Они живут в ограниченных условиях. Они не могут активно двигаться. Это не крысиный парк. Иногда они могут взаимодействовать со своими другими крысами. Нет социальной активности. И, как правило, именно из-за питания по собственному усмотрению крысы переедают. Когда этих крыс сравнивают с такими же крысами, но на ограничении калорийности, когда крысе ежедневно выдается конкретный рацион, либо в конкретное время с таймингом, одни крысы едят столько, сколько им дают, другие крысы едят столько, сколько хотят. И это приводит к неправильной интерпретации исследований голодания. Сравнивают не нормальных крыс с теми, которые на диете или немножко голодают, а сравнивают жирных, больных крыс с крысами, у которых ограничивают потребление энергии. И об этом почему-то не принято упоминать. Иногда крысы почти в 2 раза больше, чем их голодающие коллеги. И использование такой контрольной группы – это приводит к неверной интерпретации, популярной интерпретации. Ученые еще в середине 20 века уже знали, что масса тела связана с продолжительностью жизни. И в своих исследованиях они выяснили, что ограничение калорийности не всем подходит. Самочки живут меньше с ограничением калорийности. И что существует оптимум? То есть масса тела, потребление энергии. Если мы уходим в плюс, продолжительность жизни сокращается. Если уходим в минус, она как продлевается, так и сокращается. И поэтому была выдвинута другая гипотеза. Ученые задавались вопросом, а Маккей с коллегами задал такой вопрос. А действительно ли это увеличение продолжительности жизни за счет голодания? Может быть, это просто увеличение выживаемости, что довольно важно, потому что есть биологический порог. И вот человек, который действительно находится в режиме реального голодания, это миннесотский эксперимент, 1500 калорий в течение 3 и более месяцев. И вот этот человек действительно находится в режиме голодания. Сниженная масса тела, сниженная активность, апатия, вялость, булимические различные вещи и так далее. Вот он на голодании. Если в рационе 12-18 часов, 24 часа есть периоды голода, это не голодание. И у таких людей снижается температура тела. У крыс в голоде происходит то же самое. У них снижается температура тела, и крысы, как правило, умирают, если вдруг произошла необычная поломка в системе отопления. Что, собственно, с Маккеем и произошло. Поломка на 1 день в системе отопления в помещении убила крыс, которые находились в периоде голода. То есть это не адаптированные к изменениям условий, что нормально для обычных животных. Животные и больные. У многих вываливаются волосы, многие теряют способность к репродуктивной функции, теряют фертильность. И голодные крысы – это тоже не очень голодные крысы, не очень здоровые крысы. Когда сравнивают голодных с толстыми, голодающие с обычными, которые питаются по собственному усмотрению, то сравнивают больных животных с больными животными. Здесь вопрос генетики. Как вы думаете, что с этими девушками такого особенного?
Это близнецы, да, все верно. Это близнецы. И это классическая демонстрация того, насколько гены вариабельны, насколько высока гетерогенность и насколько гены не отвечают за нашу последующую судьбу и за нашу жизнь. Потому что девушки с одинаковым набором генетического материала, тем не менее, совершенно по-разному выглядят, потому что на них влияют условия окружающей среды. Но для крыс это не подходит. Потому что крысы живут в стандартизированных условиях. У них есть стандарты, их кормят определенным образом, и есть выработанные методики. И поэтому генетика здесь выходит на первый план. И было показано, что некоторые генетические линии крыс не реагируют на голодание так, как популярно сейчас рассказывать, что голодание продлевает жизнь. На самом деле у части крыс и в этой подборке было 122 исследования, большой метаанализ, кому нужны ссылки предоставлю. В этих линиях показано, что крысы чаще умирают на голодании, чем продлевают себе жизнь. Часть крыс действительно продлевает жизнь. И это зависит именно от их генетических особенностей. А вот крысы дикие, взятые из диких условий, либо не имеющие подобранные под условия лаборатории генетики, то есть это беспородные крысы, линии беспородных крыс, они хуже реагируют на продление жизни, а большая часть из них вообще не реагирует, не продлевает жизнь во время периода голода. И один из самых сильных в этом плане аргументов, когда говорят о том, что раз на животных показано продление жизни, на крысах особенно, на грызунах, то значит человеку тоже нужно голодать. Для крысы период в 48 часов голодание вызывает потерю в 20% массы тела. Это значит, что вам нужно всего 2 суток, поголодав, чтобы сбросить 20 килограмм, если вы весите 100 килограмм. Это было бы хорошим способом подготовиться к свадьбе, к фотосессии, ко всему остальному, но, к сожалению, на людях так не работает. Крысы даже сбрасывают вес по-другому, и поэтому на них голодание работает, а на нас не всегда. И иногда крысы вплоть до 30% от массы тела теряют за 72 часа, за 3 суток. Ученые пришли к выводу, собирая самые разные паки информации, пришли к выводу о том, что действительно лишний вес на человеке, на разных животных, избыточная масса тела – это нездоровое состояние, и это снижает продолжительность жизни. Вызывает самые разные заболевания, от диабета 2 типа до самых разных, до нарушения иммунной системы и, конечно, сокращает продолжительность жизни. Но есть оптимум. И это означает, что вы даже можете иметь немного лишнего веса, но это будет так называемое метаболически здоровое ожирение. То есть у вас не будет никаких изменений в маркерах крови, которые говорят о том, что с вами что-то не так. И более того, при резком снижении массы тела многие девушки сталкиваются с тем, что появляется аменорея, то есть нарушение менструального цикла и, собственно, отсутствие способности приносить потомство, что уже тоже не очень здоровое состояние. Поэтому нужен оптимум. Потребление энергии дает массу тела. Если мы увеличиваем потребление энергии, калорий, у нас набирается масса тела. Если снижаем, масса тела падает. И есть много разных переменных. Но голодание в этом ключе – это просто один из методов, который позволяет изменить калорийность и нормы потребления. Вспоминая то, как я проводил эксперименты с крысами, это была вибрисектомия крыс и изучение их сенсорной депривации в лабиринте. Это означало, что у крыс удалялись вибрисы, и они гуляли по лабиринту, и мы смотрели, как влияет удаление вибрис на ориентацию и на формирование коры. Для того, чтобы заставить крыс гулять по лабиринту, нужно их сделать голодными, нужно их замотивировать. И мотивация для этих животных – это голод. Еда раскладывалась по периметру, и крысы гуляли. Сытая крыса не будет проходить лабиринт. Но популярная интерпретация того, что голодание не только продлевает жизнь, но голодание еще и повышает интеллектуальные функции – это эксперименты с крысами, которые немножко поголодали и лучше проходили лабиринт, потому что они были замотивированы. И это разница между популярной интерпретацией и реальными научными исследованиями. Есть много методов. Прерывистый пост, 5/2, 24 часа голодания, сухое голодание. Их очень много, самых разных вариантов. Но не все всегда приходят к тому, что мы просто ограничиваем потребление энергии и сбрасываем вес. Мы можем добиться это любыми другими способами, и для нас это не так важно. Но коммерческая составляющая очень важна, и поэтому идеи голодания и продления жизни уже активно коммерциализируют и продают. И появилась еда от
агитаторов, от исследователей, в том числе ученых, которые агитируют за голодание. Это еда, которая имитирует голодание. Это значит, что вам не нужно пропускать завтрак, чтобы сымитировать голодание. Это нужно съесть завтрак от правильной компании, чтобы имитировать маркеры крови, которые соответствуют периоду голода. Но я бы пошел дальше. Если бы я, например, производил чипсы или какие-нибудь напитки, я бы не стал делать чипсы со вкусом Тимати, я бы сделал чипсы со вкусом голода. Я думаю, это следующий такой постмодерн шаг. И ученые взяли интерпретации, собрали все данные вместе из этих исследований на крысах и попытались переложить на японскую популяцию людей. И выяснили, что чтобы продлить жизнь на 5 лет, нужно придерживаться голодания в 20% в течение почти 30 лет, с 25-летнего возраста. А если вы начинаете все это дело с 55 лет до 72, то сможете продлить жизнь на 5 месяцев. И более того, соблюдать такие диеты очень-очень сложно. Но это уже другой вопрос. Так что наша жизнь – это не лаборатория, а мы не лабораторные крысы, которые двигаются по этому лабиринту. Жизнь значительно сложнее. И, надеюсь, вы как-нибудь сможете применить полученные знания, когда услышите очередные обещания о вечной жизни. Спасибо, что посмотрели ролик. Оставляйте комментарий. Лучше 2, лучше 3, а лучше 4. Особенно, если они конструктивные, рождается обсуждение. Мне рассказывали на биофаке, что это такая типа байка, но не байка. Что на самом деле бабушкины огурчики, бабушка моя потрясающе делала огурчики, никто не может воспроизвести этот вкус. Лектор говорил о том, что вот эти огурчики в целом, специфический вкус – это не какой-то специальный рецепт, а это, значит, микрофлора с пальцев любимой бабушки, которая все это делает, вымачивает и так далее. А какие огурцы у вашей бабушки? Расскажите об этом в комментариях. Огурчик Рик! Я оставляю материалы, первоисточники, с которыми вы можете открыто познакомиться, почитать самостоятельно на досуге, как обычно делают люди. На досуге читают научные исследования. У меня есть опыт работы с лабораторными животными. Я знаю, как они могут быть мотивированы, например, на прохождение лабиринта. И мотивация для них, как правило, это пища. Если крыса голодная, это мотивированная крыса. Поэтому немножечко депривации поможет каждой крысе пройти лабиринт лучше. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на все соцсети. Мы пишем о самом разном, связанном со здоровьем и, в первую очередь, разбираем вопросы питания с научной точки зрения. Вывожу все на экране, ссылочки есть в описании. Удачи вам, смелости в достижении всех ваших целей. Спасибо. Живите долго и счастливо. Как лабораторные крысы, что двигаются по лабиринту, который называется жизнь.